Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом безумно вкусного апельсинового пирога. Этот пирог получается очень влажный и очень апельсиновый. И если вы хотите приготовить к Рождеству или к Новому году какой-то простой легкий пирог, то советую вам досмотреть это видео до конца. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране. Можете нажать паузу, записать, либо сделать снимок экрана. А также, конечно, в описании под этим видео вы найдете точно такой же подробный список всех ингредиентов. Итак, приступаем к приготовлению. Муку смешиваем с разрыхлителем и солью. В чашу для взбивания добавляем мягкое сливочное масло, сахар и цедру апельсина. Насадкой венчик взбиваем все ингредиенты. Не пугайтесь, что масса не слишком однородная, ничего страшного в этом нет, потом все исправим. Добавляем желтки, сначала 2, и после перемешивания добавляем оставшиеся 2 желтка. Переключаем миксер на минимальную скорость и добавляем частями молоко. Оставляем миксер на минимальной скорости и добавляем мучную смесь. Сначала добавляем частями, и после того, как мука уже хорошо вмешалась, можно добавить оставшуюся муку целиком, а не по одной ложке. И снова все хорошо перемешиваем. В итоге у вас должно получиться красивое глянцевое тесто. И отставляем его ненадолго в сторону. Теперь взбиваем белки в крепкую плотную массу, она не должна растекаться. Здесь придется потрудиться, либо же воспользоваться планетарным миксером. Но с помощью ручного миксера также можно все быстро приготовить. На это у вас может уйти примерно 3 минуты. Как проверить, готовы ли белки? Старинным способом просто переворачивайте миску. Если белки не убегают, не растекаются, значит они готовы. Когда белки хорошо взбились, берем наше основное тесто, хорошо перемешиваем, чтобы не было недомешанной муки, чтобы было однородное тесто. И теперь постепенно добавляем белковую массу. Не нужно добавлять по ложке, аккуратно перемешивать. Действуйте уверенно, добавляйте всю белковую массу и аккуратно, уверенными движениями все перемешиваем до получения однородного теста. Старайтесь долго массу не замешивать. Как только белки вмешались, все, наше тесто готово и можно выкладывать его в форму. Вот такое довольно густое тесто у вас должно получиться. И теперь берем форму. Я использую вот такую форму бублик диаметром 26 сантиметров. Ее нужно смазать хорошо сливочным маслом со всех сторон, чтобы пирог хорошо отошел от формы, и слегка притрусить мукой. Если у вас нет такой формы, можете брать любую силиконовую, либо круглую, какая у вас есть. Но важно рассчитать количество теста для такой формы. Но если у вас еще нет такой формы в виде бублика, рекомендую вам ее купить, потому что пироги в ней все-таки отличаются. Когда вы попробуете в ней приготовить, вы увидите разницу между обычной круглой формой и вот такой с отверстием. Итак, разравниваем тесто равномерно, лопаткой слегка притрушиваем, вот так подергиваем форму и отправляем выпекаться в духовку при температуре 180 градусов примерно на 50 минут. И в итоге у вас должен получиться вот такой пирог. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Желательно проверить у основания кольца, чтобы внутри все хорошо пропеклось, чтобы шпажка была чистая и сухая. Если так и есть, все, ваш пирог готов. Оставляем его в форме на 10 минут. А мы тем временем приготовим сироп. Для этого нам понадобится сахар, апельсиновый сок и вода. Желательно использовать свежевыжатый сок.
В сотейнике смешиваем все ингредиенты и будем варить на среднем огне, постоянно помешивая, но не ложкой, а вот так вот переворачивая из стороны в сторону сотейник, для того, чтобы сахар не кристаллизовался. Следите, чтобы сахар хорошо растворился, но не пригорел. В среднем на это уйдет примерно 4-5 минут. Сироп должен прокипеть 1 минутку, и все, он будет готов. Тем временем пирог уже остыл, мы выкладываем его на решетку. И пока он еще теплый, будем покрывать глазурью. Пирог с решеткой можно поставить на форму, либо я использую обычный коврик для того, чтобы на него стекал сироп. И силиконовой кисточкой промакиваем пирог сиропом. Не думайте, что его много слишком получилось. Это не так. На этот пирог уйдет абсолютно весь сироп, который вы приготовили. За счет этого пирог получится очень влажный и с насыщенным апельсиновым вкусом. Промазывайте не только сверху, но и внутри, и с боков. То есть весь пирог хорошо должен пропитаться сиропом. И как только вы пропитали сироп, недолго думая, приступайте к декорированию пирога. Я использую миндальные орешки и фундучную крошку вот с такими снежинками. Делайте это сразу после пропитки, иначе орешки не будут держаться на пироге, а просто будут падать. Поэтому пока у вас есть время, очень быстро приступайте к декору. И также я использую вот такие сушеные апельсины. Я их делаю сама в своей сушилке. Вы можете либо купить их, либо вообще не добавлять. Тут уже украшайте так, как вам нравится. Ну, так как пирог апельсиновый, я все-таки решила добавить немножко апельсинового декора. Тем более эти апельсинки съедобные. Если у вас нет желания как-то украшать, оставляйте пирог просто с апельсиновым сиропом и без какого-либо декора. Но мне нравится именно так. Получается довольно празднично и интересно. И если вы хотите приготовить какой-нибудь легкий пирог для прихода гостей, или планируете идти в гости, или просто хочется какой-нибудь вкусненький рождественский пирог попробовать, то это тот самый вариант. Поверьте, вы будете его готовить очень часто. А если такой пирог не будут есть дети, то можно его пропитать апельсиновым ликером. В небольшом количестве, но тоже будет очень интересно. Давайте посмотрим, что там внутри. Посмотрите только, какой он мягкий, нежный получается. Очень красивый, видно, что он очень сочный и очень-очень нежный. И да, будьте очень внимательны, когда вы перекладываете пирог с решетки на блюдо. Так как он еще влажный, очень пропитанный, он может у вас поломаться. Поэтому дождитесь полного остывания, когда сироп впитается хорошо, и только тогда перекладывайте его на решетку. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Всем спасибо и до скорых встреч!